На фоне эскалации ближневосточного кризиса регион погружается в новую волну взаимных угроз, военных планов и дипломатических демаршей. Ситуация развивается сразу на нескольких направлениях, вовлекая не только Израиль и Йемен, но и государства Персидского залива, Турцию, Кипр, Грецию, а также более широкие международные альянсы. Одним из последних сигналов стало заявление министра обороны Израиля Катца, который в ответ на недавние удары йеменских хуситов по территории Израиля пообещал военную операцию против движения Ансар Аллах. В адрес лидера хуситов Абда аль-Малика аль-Хуси прозвучали крайне жесткие угрозы, что свидетельствует о намерении Иерусалима расширять военные действия за пределы традиционных палестинских направлений. По сути, Израиль демонстрирует готовность превратить региональные вызовы в основу своей стратегии безопасности, выходящей далеко за рамки палестино-израильского конфликта. В свою очередь, страны Персидского залива отреагировали на события в Катаре, где израильский удар вызвал обеспокоенность вопросами коллективной обороны. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива на внеочередном заседании в Дохе анонсировал меры по углублению военного взаимодействия. В центре внимания – обмен разведданными, интеграция воздушных операций и ускорение создания системы раннего предупреждения о ракетных ударах. Такая динамика подчеркивает, что региональные монархии рассматривают угрозу не как эпизод, а как структурный вызов своей безопасности. При этом в медиапространстве появляются сообщения о более широких планах по формированию региональных военных структур. Ряд источников указывают, что Египет, Турция, Иран, Оман, Ливан, Иордания, Катар, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн обсуждают создание совместного военного альянса, который теоретически должен реагировать на любые действия Израиля против любого из государств-членов. Издание Times of Israel, в частности, отмечало, что Египет вновь поднял вопрос о создании некоего арабского НАТО. Исторический контекст этих инициатив важен. 10 лет назад предпринимались попытки создания подобной структуры, так называемой «исламской армии» под руководством Саудовской Аравии, ориентированной на операции в Сирии и сопутствующие театры. Тогдашнее соперничество Турции и Эр-Рияда вокруг лидерства в альянсе демонстрировало, что заявленные цели легко смешиваются с амбициями отдельных государств. Нынешние дискуссии также сопровождаются предположениями, что формальная цель – противостояние Израилю может сослужить прикрытием для подготовки действий против других региональных акторов, прежде всего Ирана, Йемена и Ирака. В этом ключе аналитики отмечают повторяющийся сценарий. Египет может претендовать на роль главного командующего, а Саудовская Аравия или другой игрок Персидского залива – на роль заместителя, в то время как Турция будет отстаивать собственную роль лидера в исламском мире. Такая конкуренция за влияние повышает риск внутренней фрагментации и делает сирийский театр потенциальной ареной конфронтации между претендентами на региональное лидерство. На этой ноте звучит и прямое предупреждение. Генерал Мохсен Резаи, советник верховного лидера Ирана, заявил, что в отсутствии регионального военного альянса для противодействия Израилю Саудовская Аравия, Турция и Ирак могут столкнуться с ударами израильских истребителей по их столицам. Такая формулировка иранского генерала сама по себе повышает градус напряженности и служит мобилизационным сигналом для сторон. Кроме того, свои обращения и интерпретации ситуации делают лидеры и влиятельные политические фигуры в регионе и за его пределами. Генеральный секретарь Хезбаллы Наим Касым призвал Саудовскую Аравию открыть новую страницу в отношениях с сопротивлением, указывая на то, что после недавних нападений в Катаре, по его оценке, целью стали все режимы, народы, сопротивление, а также любые географические и политические преграды перед Великим Израилем. Для тех, кто не знает, Великий Израиль — это аналогично понятию «Великая Армения», которая в территориальном плане была значительно больше, чем в нынешних границах. В перечень, по словам Касыма, входят Палестина, Ливан, Иордания, Египет, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен и Иран. Он призвал Саудовскую Аравию к диалогу на 3 принципах: решающему диалогу, признающему, кто является врагом, диалогу, который отвечает на тревоги сторон,
и диалогу, замораживающему прошлые разногласия. Предложение, которое потенциально может послужить платформой для консолидированного ответа, но одновременно наталкивается на реалистические разногласия по вопросам лидерства и приоритетов. Позиции западных представителей в регионе также варьируются. В эфире прозвучали резкие комментарии посла США в Израиле Майка Хакаби. Он отрицает намерение Израиля совершать геноцид, о котором говорят противники Израиля, и, иронически реагируя на инициативы по созданию палестинского государства, отмечал, что если бы кто-то хотел выделить территории, можно было бы предоставить им землю, например, на французской ривьере. Естественно, это было сказано в адрес Франции, чей президент хочет признать Палестину. Такая формулировка добавляет элемент публичного скепсиса по поводу некоторых внешних предложений, но одновременно несет риск эскалации риторики в публичном пространстве. Тем временем Турция усиливает собственные позиции на Кипре. Анкара заявила о планах более чем вдвое увеличить военный контингент в северной части острова, примерно с 40 тысяч до свыше 100 тысяч военнослужащих. Это решение напрямую связано не только с кипрским вопросом, но и с растущим военным сотрудничеством Израиля с Кипром, которое в Турции воспринимается как изменение баланса сил в Восточном Средиземноморье. Важным акцентом стала и позиция турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана. В интервью он подчеркнул, что Израиль превратил экспансию в стратегию и сознательно действует за пределами палестинской проблематики. Дипломат указал на необходимость более тесного взаимодействия исламских и арабских стран в оборонной промышленности, а также выдвинул идею создания в перспективе единой политической системы в регионе. Отдельно Фидан отметил, что влияние США на израильскую политику, по его мнению, не является абсолютным. На фоне турецкой активности усиливаются и греко-турецкие противоречия. Бывший министр внутренних дел Греции Янис Мичелакис охарактеризовал курс Анкары как «возврат к заводским настройкам», новой османистской стратегии и указал на неизменность доктрины «голубой родины». Афинские опасения подкрепляются критикой и тезисами о том, что Европа в силу зависимости от турецкой энергетики и миграционных рисков не готова жестко противостоять Анкаре. В Греции также звучат заявления о важности стратегического альянса с Израилем. Представители греческой власти подчеркивают исторические и геополитические основания для укрепления отношений с Иерусалимом, рассматривая Израиль как ключевого регионального партнера в противостоянии растущему влиянию Турции. Таким образом, складывается многослойная картина, где израильско-йеменское противостояние переплетается с конкуренцией Турции и Греции, а также реакцией стран Персидского залива на удары по Катару и разговорами о создании новых региональных военных блоков. Локальные инциденты, от ударов по Йемену и Катару до заявлений об Иерусалиме, постепенно складываются в единую линию напряженности, где каждая сторона вынуждена выбирать между укреплением обороны, формированием новых альянсов и риском открытой конфронтации. В совокупности эти процессы указывают на трансформацию региональной архитектуры безопасности. Нарастает конкуренция не только между Израилем и его соседями, но и внутри арабско-исламского мира за лидерство и траектории развития. Появление обсуждений о создании совместного военного альянса и взаимные заявления лидеров и военных означают, что региональная политика все чаще будет оцениваться через призму возможных коалиций и противовесов, а не только через двусторонние противостояния. Это создает три ключевые неопределенности для ближайшего периода. Во-первых, сможет ли предлагаемая кооперация стран Персидского залива и возможный альянс между арабскими и региональными государствами перейти от деклараций к действенным механизмам взаимодействия? Во-вторых, приведет ли усиление военного присутствия Турции на Кипре и наращивание военной активности Израиля к локальным провокациям, которые могут перерасти в более широкие столкновения? И в-третьих, насколько устойчивыми окажутся новые оси сотрудничества, например, Турция, Египет, Саудовская Аравия или же анклавы, ориентированные на Израиль и его партнеров, и не станут ли соперничество за лидерство внутри предполагаемых альянсов фактором дестабилизации? Таким образом, в ближайшие месяцы
Ключевыми маркерами будут практические шаги по интеграции систем воздушной обороны и обмена разведданными в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также конкретные решения по передислокации войск на Кипре и конкретные инициативы по формированию или отказу от нового регионального альянса. Каждое из этих решений будет влиять на баланс сил и степень риска перерастания нынешней волны эскалации в более широкую военно-политическую конфронтацию. Оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал Регньюз, чтобы быть в курсе самых важных событий мира и Ближнего Востока, а также получать качественную аналитику и эксклюзивную информацию из первых рук.